Спеть, чтобы сняли. Мгм. Ну что же, Антон, как у тебя настроение? Нормально. Да? На что-нибудь жалуешься? Бьют меня. Кто тебя бьет? Ну вот эти ребята из третьего Из третьего чего? отделения. Ну а за что они тебя Да бьют? ни за что. Да? Не хочу больше у вас здесь находиться. А до этого ты где лежал? В 15. А в 15 никто не бил? Не Тоже обижал? обижали. Тоже обижали? А Лучше- почему тебя обижают? Да не знаю. Может быть, ты себя как-то неправильно ведешь? Не надо об этом говорить. Не надо об этом говорить. Хорошо. Значит, настроение у тебя хорошее, да? Сколько лет тебе? 19. 19? В каком году родился? В 76-м 19 марта. Мгм. Антон, какое у тебя образование? Никакого. То есть? У меня диплом сделан за так. То есть, за что за так? Знаешь ли? Да? А ты учился чему-нибудь? Да нет, толком и не учился. Ну, все-таки, ты считать умеешь? Ну, немножко. Ну, можешь, например, 10 умножить на 8, 80. а 5 умножить на 4, 20. а 7 умножить на 8. Не знаю. Ну, даже и подумать не можешь, 7 на 8. 7 на 8, 8 на 7. Да? Не умеешь умножать, да? Ну, а ты чего-нибудь читал, какие-нибудь... Только матерные книги. Ну, нет. У нас тут только все приличное должно быть. А вот известных каких-нибудь книг, там, «Три мушкетера». Нет, только 3 века поэзии русского Яроса. Ой, боже мой. Там Тебе... Лука Мудищев, Рафаэль. Да, нет, ну, про Эрос мы не будем с тобой обсуждать. Ты у нас почему-то очень такой интересует. Ты все время девочками интересуешься, да? Так, ну ладно. Антон, а ты давно болен? Давно. А чем ты болен? Шизуха. А что это такое? Шизофрения. А откуда это? С детства. А что это Да такое? мне воспаление желудка, давали антибиотики, Лену Петю мандавошку поймала, мне в голове застряли, я стал дураком. Стал дураком? Да? Поймал Лену и Петю и стал дураком. Мгм. Так, ну ладно. Показывать нас будут Где? по телевизору. Нет, по телевизору не будут показывать. А где будут показывать? Только вот для врачей. Мгм. Так, Антон, значит, книг ты не читаешь, а чем ты здесь занимаешься в отделении? Здесь ничем хожу по коридору. Телевизор смотришь? Да так, А? да так. Ну что-нибудь смотрел? Смотрел. Вот что последнее смотрел? Марию Елену смотрел, там Мгм. эту самую смотрел. Все помнишь, Мануэллу. что там Да не даже происходит? вспомнишь, там больше 100 серий. Неинтересно? Интересно, ничего не вспомнишь. Мгм. Потому что Марию Елену я сейчас смотреть со 100 с лишним серии, ну не 100, Мгм. 90, ну или 80, Мгм. вот так. Антон, а память у тебя хорошая? Нормально. Какое сегодня число, месяц, год? 25 Месяц, октябрь, а год? 95 95-й год. Все правильно. А кто у тебя лечащий врач? Алексей Владимирович. А кто у нас заведующий отделением? Орловская Елизавета Семеновна. А меня знаешь, Антон, как зовут? Как? Юрий Геннадьевич? Да, меня зовут Юрий У вас Геннадьевич. дети есть? Нет, детей у А меня жена нет. есть? И жены нет. Сколько вам лет? Мне 35 лет. Чего же не женились? Ну, вот так как-то пока не собрался. А девушка есть? Ну, мы это потом с вами обсудим, Антон. Ну, вот тогда мне скажите, кто же из врачей в отделении вам больше всех нравится? В этом? Да. Да, пожалуй, дядя Артем. А у нас Артем Артема сейчас, ну был такой врач, но уже что? довольно давно, а сейчас он не появлялся. А что с ним стало? Умер? Нет, ну зачем же умер? Нет, он просто пока не приходит. Так, ну а из больных вы с кем-нибудь здесь дружите? Да так. М? С Сашкой дружим Ульяновым. Ну так. Да? Что вы с ним, вы же с ним что, беседуете? Он меня угощает. Да? А вы его? Тоже. Вы любите поесть? Люблю. А что самое вкусное? Я не могу сказать. Да? Я метро люблю. Метро любите? То есть? А что значит метро? Ну, с путями, там, стрелки, с ЦБ, там, АНС, РС, там, путевое развитие. А что такое
ЛРС. АЛС это автолокомотивная связь, АЛС это защита, это безрегулировка скорости. А откуда вы это все знаете? Сколько не изучаете? 13 лет уже изучаю метро. А как вы это изучаете? Катался там, спрашивал дежурных, с дежурными разговаривал. Угу. Так, и они В кабине ехал машиниста. Да? Так, ну и все теперь про метро знаете? Не совсем. Знаете, какие у нас сейчас новые станции, какие последние станции метро построены в Москве? Построено. Сейчас будет, там, значит, будет Мгм. Юбилейная, Мгм. Лихоборы, Селигерская, Петровка, Останкино, Марьина Роща. Это откуда они пойдут? Сейчас Это Марьина линия? Роща, Достоевская, Трубная, Сретенский, Чкаловская, Мгм. Римская, Крестьянская застава, Дубровка, Кожуховская, Волжская, Люблино, Краснодонская, Марьина, Братеева, Краснодонская, сейчас сначала, Юбилейная, Лихобора, Селигерская, Петровка, Останкино. Мгм. Сейчас Марьина Роща, Достоевская, Трубная, Сретенский, Чкаловская. Сейчас Римская, Крестьянская застава, Дубровка, Кожуховская, Ну, вы все это уже Волжская, говорили. Люблино, Мгм. Краснодонская, Марьина. Антон, вы говорите... Сейчас, ну дайте вспомнить. Хорошо, хорошо. Мгм. Забыл. Юбилейная, Лихобора, Селигерская, Петровка, Останкино, Марьина Роща, Достоевская, Трубная, Сретенский, Чкаловская. Антон, потом вспомните. Сейчас, Чкаловская, А? Римская, Крестьянская. Вы говорите, что вы любите... Тихо! Дубровка, Кожуховская, Печатники, Мгм. Волжская, Люблино, Краснодонская, Марьина, Братеева, Борисова, Красногвардейская. Вспомнил. Всё Печатники. Печатники, понятно. Антон, вы говорите, что вы даже играть любите в метро? Конечно. А что значит играть в У метро? меня дома посадки нет, в комнате есть, висит. Я ставлю часы. Ага. Свои новые линии придумал, там в метро имени Марксона придумал, 40 линий. Так. Значит, беру светофор, у меня светомузыка была, я светофоры из них Мгм. сделал. Так. Светофор. А как вы сами? Вы или проводки присоединили? Просто их переключаю, одну выключаю, другую включаю. Ага. А вы знаете, как там вот подсоединять проводки? Как... А там просто лампы на дверь вешаются Ага. и в розетку включаются, обыкновенные лампы. Вы в электричестве-то разбираетесь? Да не очень. Не очень, да? Как муха. Так, ну и как же вы играете? Вот вы повесите этот... Захожу в коридор, начинаю. Поезд следует до станции Караси. Поехали. Следующая станция Петропавловская. Но даже есть такие светофоры, где проходит на красный свет. А как, раз на красный свет можно проходить? Вообще можно, если... Но это не в моем метро, вообще по настоящему метро можно. Если на красный свет зажжены указатели, как мне объяснили. Ага. Там ограничение, там 20 километров, ограничение скорости, там. Вот согласно указателю, но я точно не знаю. А в моем метро точно можно на красный двигаться, что это закрытый светофор стрелочного типа. То есть, когда стрелка переведена вот по главному пути, он все время горит красным. Когда стрелка переводится, он зажигается синий пригласительный сигнал. А в метро приглашается пригласительный белый. А у меня синяя, белая лампа-то нет. Синий. Там, когда он прямо на главный путь, значит, он все время будет красный. А когда он свернет, стрелку перейдет, он зажжется синим. А перед синим там еще может быть кратковременный зеленый. То есть он как он? Мигающий. Если ну, стрелка там не переведена, там внутри. Ну, не надо только стучать по На столу. отклоненном пути, если стрелка не переведена, будет мигать. Антон, Но это редко бывает. В основном красный, синий. вот вы вроде бы неплохо соображаете. Вот скажите мне, что тяжелее, килограмм пуха или килограмм гвоздей? Гвоздей. Почему? Гвозди железные. Но мы и того взяли по килограмму. Не знаю. Не знаете? Не А что разбираетесь? тяжелее?
Ну, килограмм – это мера веса, значит, вес килограмма пуха и килограмма гвоздей одинаков. Если мы взяли и того по килограмму. Как? Соглашаешься? Соглашаюсь. Или я вас обманул? Нет. Не обманул? Значит, ничего, ни больше, ни меньше. Понятно. Антон, а как называются пальцы на руке, знаешь? Указательный большой. Средний. Покажи мне, где указатель. Указательный. Ну-ка еще раз. Большой, указательный. Забыл. Ну, сам уже сказал, средний вроде бы. Средний. Дальше. Забыл. Не помнишь? Колеса эти сраные дают. Все забываю. Ты что, таблетки не хочешь пить? Да я все забываю этих таблеток. Ну как же ты все забываешь? Ты же все помнишь? Какое сегодня число помнишь? Как меня все зовут? забываю. Ну, голова совершенно не варит этих таблеток. Только дураком становлюсь. Да? А до таблеток все было нормально? Дезерцин назначили, теперь вообще дураком стану. А почему в школе тогда не учился? Тогда же таблеток не пил. Не хотел, мне неинтересно было. Неинтересно в школе учиться? Ну, в школе ведь можно узнать и физику, и химию. Да она зачем мне нужна? Это все не нужно? А с чем бы ты хотел заниматься в жизни? Машинистом работать. Ну ведь, чтобы быть машинистом, нужно иметь образование, школу закончить. Не обязательно. Не обязательно? Там своя школа-то, экзамен там. Мгм. Своя школа, давай обучаются. Мгм. Понятно. Значит, ну а какие планы, вот раз уж ты не стал машинистом, какие у тебя теперь планы? Что бы ты хотел Если бы бы я не от стал нас? машинистом, я бросился под поезд. Да? Денег нет, ничего нет. Что такое 180 тысяч? 180 тысяч это что? 170. Это Инвалидность, пенсия? да. А эти деньги кто получает? Я получаю. Сам получаешь? И куда они идут? Что на них Не покупают? знаю. А что, сколько бы ты хотел денег зарабатывать? 1 миллион. И что бы тогда купил? Не знаю. Ну, все-таки. Ну, не знаю, жизнь была попроще. Еды побольше купил? Конечно. Или одежды? Еды, одежды. Мгм. А какая еда самая вкусная? Не знаю, не знаю. Устал от нашей беседы? Да нет. Нет? Мне бы 1 миллион получать бы. Да, ну мы бы тоже хотели получать миллион. Врачи здесь, к сожалению, миллиона не получают. А сколько получают? Гораздо меньше. 1000. Ну нет. Хорошо. 500 тысяч. Антон, какие-нибудь вопросы по своему здоровью хочешь мне задать? Нет. Нет? Ну тогда у меня больше вопросов. Ну, пойдемте.